Всем привет и счастливого Хэллоуина! В Китае, конечно, Хэллоуин не празднуется, тут вообще нет такого праздника, но во всех барах и клубах, во всяком случае моего города, каждый Хэллоуин устраиваются шоу-программы и вечеринки, все наряжаются, перевоплощаются, приходят в классных красивых костюмах, все это выглядит очень круто, и вообще в этом году у меня есть настроение отпраздновать Хэллоуин, как-то погрузиться в эту хэллоуиновскую атмосферу. Так что начну свой хэллоуиновский день с вырезания атмосферного тыквенного подсвечника. Кстати, не так-то просто было найти тыкву для вырезания, потому что в магазине я смогла купить только такую вот зеленую малышку. Оранжевых тыкв вообще не было, поэтому их пришлось заказывать. И то я хотела одну большую тыкву, но тоже не смогла ее найти, поэтому заказала две такие оранжевые малышки. Ну, собственно, это и не проблема. Сейчас я нарисую на них мордашки, а ты пока подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, и обязательно поставь палец вверх. Итак, какая же программа у меня сегодня намечена? Ну, после того, как я закончу вырезать подсвечники, у меня в планах пойти в очень классное атмосферное кафе по мотивам Гарри Поттера. Я уже очень давно хотела туда сходить, но все никак не получалось. Там, в общем-то, на входе выдают школьную форму Хогвартса, подают сливочное пиво. К тому же, я думаю, они там тоже все украсили к Хэллоуину. Там должно быть супер-пупер атмосферненько сейчас. Так что сегодня самое время туда сходить. После того, как я вернусь из кафешки, будет мое перевоплощение в хэллоуиновский образ. Ну а потом, конечно же, праздничный ужин. Ну а дальше посмотрим. Получилось 2 тыквы улыбаки. Теперь самое время запачкать руки. Я срезала ей глаза. Вот блин. Ладно. Срезала своей тыкве глаза. Придется их чуть-чуть пониже опустить, когда буду вырезать. Я этим занимаюсь первый раз в своей жизни. Я вообще небольшая фанатка тыквы, и с этим овощем раньше никогда особо не контактировала. Но все бывает в первый раз. Тыква с вырезанным зловещим лицом и свечой внутри служит оберегом от темных сил. Их ставят на пороге дома, чтобы уберечься от проникновения нечисти. Тыквенные фонари называют Джек с фонарем. В основу этой традиции легла легенда о неблагочестивом кузнеце Джеке. Джек был знаменит своей жадностью, воровством, враньем и пьянством. Когда за его душой пришел дьявол, Джек угостил повелителя тьмы выпивкой и потребовал плату. Денег у сатаны не оказалось, поэтому он сам стал монетами. Тогда Джек положил их в кошелек, в котором лежал крест, и нечестивый оказался в ловушке. В обмен на свободу он пообещал Джеку не забирать его душу еще год. На следующий год, когда властитель тьмы пришел за душой, Джек снова сумел его провести. Он сказал, что хочет отведать яблоко напоследок, и попросил лукавого сорвать его с яблони. Когда дьявол полез на яблоню, Джек вырезал на ней крест. Чтобы освободиться, нечестивый пообещал, что никогда не заберет душу Джека. После смерти Джек за его порочную жизнь не смог попасть в рай. Не взял его в ад и дьявол, выполняя обещание. Он только бросил Джеку уголек из адского костра и вернул его дух оттуда, откуда он пришел. Джек поместил уголек в репу, чтобы освещать себе путь, и пошел бродить по земле непрекаянный, ожидая судного дня. Так и появился символ Хэллоуина. Сейчас заканчиваю подсвечники и бегу собираться в кафешку Гарри Поттеру. На входе нас встречает хэллоуиновская атмосфера и платформа 9,3. Пытаюсь на нее попасть, чё-то не выходит. Видимо, опоздала на поезд. Теперь понадобится летающая машина. Прохожу через распределительную шляпу и, о да, меня приняли в Хогвартс. А вот сливочное пиво подъехало. Вместе со сливочным пивом нам принесли билетики и сказали, что по ним можно попасть в интересные места.
Сливочное пиво супер вкусное, просто зачетное, мне очень нравится. У него сладко-сливочно-молочный вкус, обалденная пенка, а еще они добавили в него какую-то необычную газировку, я даже не знаю, что это, но она придает этому пиву загадочный вкус. А вот, собственно, те самые интересные места. Дизайну этого заведения большой зачет, куча классно проработанных мелких деталей. Мы как будто бы действительно попали в фильм. Оказалось, что это не просто кафе, а кафе-бар. И хотя пищевое меню здесь весьма посредственное, всего пара блюд и несколько вариантов десертов, зато выбор коктейлей просто шикарный. Есть алкогольные, безалкогольные, у них очень красивая, я бы сказала, даже волшебная подача. Сливочного пива здесь тоже много разновидностей. Есть классическое, клубничное, яблочное с разными специями, алкогольное, безалкогольное, плюс невероятная хэллоуиновская атмосфера. Собственно, как я и хотела. Я в полном восторге. Настало время возвращаться домой и уже наконец-таки перевоплощаться в свой хэллоуиновский образ. Ну что, настало время перевоплощения. Визажист из меня, конечно, сомнительный, я особо никогда не крашусь, поэтому не то чтобы умею это делать, но сегодня не должно получиться красиво, сегодня должно получиться в основном страшно, так что с этим, думаю, я справлюсь. Для начала нарисую себе черные причерные брови, чтобы их из космоса прям было видать. Что за сверхлюди бьюти-блогеры? Объясните мне, пожалуйста, как вы так хорошо и красиво краситесь в камеру телефона? Это же жутко, жутко неудобно. Наконец-то я стабилизировала свои брови, и они получились более или менее одинаковые. Теперь осталось только сделать им легкую укладочку. Дальше беру свой самый светлый кушончик, оттенок труп номер 5, и нехило так высветляю себе лицо, потому что румяные ведьмы никому не нужны. Вообще-то, традиция наряжаться в Хэллоуин в костюмы и раскрашивать лица берет свое начало в далеком прошлом. Предки совершали этот обряд, потому что считали, что в ночь на 1 ноября границы между мирами живых и мертвых стираются, и нечистая сила свободно разгуливает по земле. Раскрашивая лица и надевая костюмы, вырезая лица на тыквах, предки считали, что это оберегает их от нечисти. Благодаря костюму потустороннее зло принимает их за своих и не наносит вреда. Собственно, эта традиция продолжает соблюдаться в Хэллоуин и по сей день, но носит уже скорее только развлекательный характер. Историческая справка закончилась, возвращаемся к моему макияжу-щиту от темных сил. В общем-то, я обнаружила, что у меня, оказывается, вообще нет черных теней, поэтому пытаюсь исправить ситуацию с помощью черного карандаша. Но пока что-то не особо получается. Хотела взгляд кошки, получился пока что взгляд какой-то серой панды. Но пытаюсь дальше исправить ситуацию большими-большими-большими черными стрелками. Дальше той же незаменимой черной подводкой пытаюсь нарисовать густой дремучий лес у себя под глазами. Почему именно густой дремучий лес? Потому что я художник, я так и вижу. Оттеняю густой дремучий лес под своими глазами белой флуоресцентной подводкой.
Дальше в ход идут защитные руны от темных сил. Завершаю свой хэллоуиновский оберег черными губами, которые я нарисовала той же подводкой, что и все остальное лицо. Последние штрихи, и все. Защита работает на максимум. Сейчас я активирую полную защиту от темных сил, зажигая свои тыквенные подсвечники и приступаю к приготовлению праздничного ужина. Я хочу приготовить тыквенный сливочный крем-суп, поэтому мне снова придется запачкать руки и распотрошить пару тыков. Как я уже говорила, я небольшая фанатка тыквы, поэтому надеюсь, что получится вкусно. Почему-то кожица тыквы прям супер-супер сложно счищается. Это так и должно быть? Или мне какая-то бракованная тыква попалась? Похоже, что сегодня я немного подкачаюсь, прежде чем ее почищу. О, да, это было нелегко, но я это сделала. Теперь самое время отправить тыкву загорать в духовку. Раскладываю по противню тыкву, добавляю к ней ароматный чесночок, сбрызгиваю все это добро обильно маслом. Немного перца, немного соли. И отправляю всю эту прелесть в духовку где-то минут на 40 на 230 градусов. Пока тыква загорает в духовке, сварю эликсир вечной молодости, ну или как минимум эликсир хорошего настроения на сегодняшний вечер. Отправляю в кастрюльку-хрустальный шар стакан ключевой родниковой воды, ну или хотя бы просто фильтрованной. Дальше добавляю туда специи, кардамон, бадьян, лавровый лист, сушеный лимон, розмарин. Добавляю к специям свежий мандарин и не менее свежее яблочко. Варю все это до закипания и после закипания еще 5 минут. И потом снимаю с огня и даю 20 минут настояться.
После того, как отвар настоялся, возвращаю его на печь, снимаю с него пробу, убеждаюсь, что аромат отличный, и добавляю к нему 500-700 мл веселящей жижицы. Довожу свое зелье до температуры 70 градусов по Цельсию, проверяю температуру градусником. Тут важно его не перегреть, потому что если перегреть, зелье получится уже не таким веселящим, как хотелось бы. Тыква свое уже отзагорала, добавляю в нее куриную грудку, побольше куриной грудки, еще побольше куриной грудки и жирные сливки. Ну что, пробую свой хэллоуиновский ужин. Ну, это весьма-весьма неплохо. Учитывая, что я не люблю тыкву, есть можно. Да, кстати, я добавила слишком много курицы, поэтому у меня получился скорее не крем-суп тыквенный, а крем-рагу тыквенное. Но я решила уже не разбавлять его. Собственно, и так вкусно. В общем-то, по моему скромному мнению, веселящий отвар удался на славу. Создаю себе совершенно хэллоуиновскую атмосферу и отправляюсь доедать свой праздничный ужин под Гарри Поттера. А ты пока подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, и обязательно поставь палец вверх. Это очень дорогая и нужная вещь. Нам жаль отдавать это тебе, но мы решили, что тебе она нужнее. Что ж, давай. Торжественно клянусь, что замышляем только жалость. Господа, братик, хвост, бродяга, сержант, представляют вам карты мародеров? Мы благодарны. Постойте, это же Хогвартс. А это... Неужели? Да, ну-ка, расскажи у себя. Значит, эта карта показывает каждого? Каждого? Что делаем? Каждый день. Блин, где взяли? Тащили из кабинета Филча. Уже давно. Гарри, из замка ведут 7 потайных ходов. Мы рекомендуем вот этот коридор, пригласить, приведет тебя в сладкое королевство. И поспеши, Филч скоро придет. Да, Гарри, когда пройдешь туда надо, коснись палочкой и скажи «Жалость удалась». И как исчезнет. Wizard.